Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 21 апреля. Поговорим об иконах Божьей Матери, которые чествуют в этот день. Уделим внимание тому, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 21 апреля. Друзья, все далее более подробно в этом видео. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «радость». И пусть в вашей жизни в этот день откроется то, что действительно вас будет радовать, ваш глаз и вдохновлять вас. Также хотим всех поблагодарить за донаты, за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Итак, друзья, 21 апреля в православном календаре отмечается День памяти апостола Иродиона, который считается одним из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом для проповедования христианства. Житие этого святого полно событий и чудес, которые свидетельствуют о его преданности вере и силе духа. Иродион жил в первом веке и был родственником апостола Павла. Вместе с ним он совершал странствия и проповедовал Евангелие в различных уголках мира. По преданию, Иродион был рукоположен в епископы города Патары, который находится на территории современной Турции. Однажды во время одной из его пламенных проповедей язычники напали на апостола. Они избили его палками, забросали камнями и нанесли ему серьезную рану ножом. Однако, когда святой поднялся с земли, на его теле не осталось ни одного следа от побоев, что стало чудом и свидетельством о Божьем вмешательстве. Святой Иродион продолжал проповедовать и возвещать Слово Божие даже в тяжелые времена. Он был преданным слугой Иисуса Христа и не переставал возвещать Евангелие до самого конца своей жизни. По преданию, Иродион был казнен при императоре Нероне сразу после распятия апостола Петра. В этот день, 21 апреля, православные христиане будут почитать память апостола Иродиона и вспоминать его преданность и веру. Его житие вдохновляет верующих на преданность Богу и служение Ему даже в самые трудные и испытательные времена. Также обращаем ваше внимание, что 21 апреля проходит воскресенье пятой седмицы Великого Поста. Полагается пост, однако не такой строгий, как в понедельник, среду и пятницу, когда верующие соблюдают сухоедение. Разрешено употребление в этот день горячей пищи, приготовленной термическим способом, а также растительное масло. Обращаем ваше внимание, это особенно важно для тех людей, кто держит пост. Ну а если вы не держите пост, то попытайтесь сегодня хотя бы не есть что-либо животного происхождения. Также, друзья, в этот день почитаются икона Божьей Матери Испанская и икона Божьей Матери Георгиевская. Вы знаете, образ Божьей Матери, именуемой на Востоке Испанской, в самой этой Испанию, по месту чуда от него, называли это Каванголским или Богоматерью битв, и празднуется в нашем календаре 21 апреля. Вы знаете, испанская икона Божьей Матери имеет очень древнее происхождение, но первообраз не сохранился до наших дней. Она ведет свою историю с 722 года, когда прославилась тем, что по молитве перед этим ликом Богородицы была оказана помощь в борьбе с мусульманами христианскому готскому вождю Пелагию, основателю Астурийского королевства в Испании. И 21 апреля в православной церкви также отмечается память иконы Богородицы Георгиевской. Вы знаете, в 2001 году в Петербурге произошло чудесное событие. Была явлена новая икона Божьей Матери, именуемая Георгиевская. Однажды иконописец Александр Большаков во время работы над срочным заказом вдруг явственно увидел образ Богородицы. Божья Матерь указывала рукой на храм, и в ее ногах восседал на коне Георгий Победоносец. Художник тут же приступил к написанию увиденного, создав образ Божьей Матери
под названием Георгиевская. Через некоторое время иконописец пришел в строящийся храм во имя Георгия Победоносца, который на проспекте Славы, и с изумлением обнаружил, что проект строящейся церкви чудесным образом совпадает с видом храма, изображенного на иконе Божьей Матери. По благословению благочина Невского округа новоявленная икона, переданная иконописцем в Георгиевскую церковь, была освящена, и теперь перед образом Богородицы совершаются молебны с чтением акафиста. Ну а в народном календаре этот день, 21 апреля, имел несколько названий, такие как Родионов день, Родион Ледолом, Родион Ледокол, Родион, Руф, Агаф и Руфы. И вы знаете, для наших предков этот день был важен с точки зрения народных примет и погодных прогнозов, ведь по нему судили о том, каким же будет лето. Название Родион Ледолом указывало на то, что в это время на реках начинались таяние льдов и ледяные покровы начинали разрушаться. Поэтому в этот день считался день ледокола, то есть временем, когда лед начинал плавиться, освобождая пути для судоходства. Этот процесс был важен для жителей близлежащих поселений, поскольку открывал доступ к новым ресурсам и возможностям. А вот название Родион, ревучие воды, говорило о сильных потоках, разливах рек или обильных дождях. Для земледельцев это могло быть важным признаком состояния почвы и особенностей посевов. Расплывчатость водных масс могла сказываться также на безопасности плавания. А вот Руф и Агаф и Руфы также связаны с погодными условиями, которые характеризовались именно в этот день. Это обозначение некоторых было метеорологических явлений и погодных условий, которые встречались в это время года. Важно отметить, что эти традиционные обозначения варьировались в различных регионах и могли иметь свои собственные толкования. Традиционно этот день, 21 апреля, у наших предков считался временем, когда можно было предсказать характер предстоящего лета. Погодные явления в этот день наблюдались и анализировались с этой целью. Например, если в этот день было ясно и тепло, то предполагалось, что лето будет жарким и солнечным. Если же день был холодным и дождливым, то предвещалось прохладное и влажное лето. Но главным событием 21 апреля наши предки считали встречу Солнца и Луны. Согласно поверью, они ежегодно с приходом холодов расходятся в стороны и не видятся аж до весны. Поэтому, встретившись в этот день, светила начинают делиться рассказами о своей жизни во время расставания. Кого видели, чем занимались, как скучали друг по другу. Хотя бывало, во время разговора возникали между ними конфликты, которые могли закончиться пожарами, наводнениями или даже землетрясениями. Люди обычно винили в ссоре Луну, надменную и гордую. 21 апреля – день, пропитанный традициями и обычаями, которые уходят корнями в глубокую историю народной культуры. В этот день сливаются обряды, связанные с природой, семейным благополучием и здоровьем. Одним из заметных обычаев этого дня было действие, связанное с рекой. Вдовы и покинутые девушки, которые испытали грусть и тоску, приходили к реке, чтобы отпустить свои печали. Они использовали воду как символ очищения и обновления. Левой рукой черпали водичку и брызгали ею себе в лицо, тем самым не забывая читать специальные магические слова и молитвы. Этот обычай служил не только способом очищения эмоций, но и символизировал переход к новой жизни, освобождение от прошлых бремен. Сельские жители в этот день также готовились к предстоящим посевным работам. В хорошую погоду они активно занимались вспашкой, пахали землю для посадки овса. Этот процесс был важным этапом подготовки к новому сезону сельского хозяйства и обеспечивал основу для будущего урожая. Еще одним обычаем этого дня было то, что сельчане набирали полую воду. Эта вода обладала особыми целебными свойствами и способна была помочь в излечении от различных болезней.
Люди использовали эту водичку как средство для оздоровления и восстановления здоровья, веря в ее особую энергетику и силу, происходящую от природных элементов. В народной культуре многие даты обладали особым значением и сопровождались различными обрядами и суевериями. 21 апреля – это одна из таких дат, на которую приходится ряд интересных обычаев, связанных с поверьями и представлениями о защите от негатива. Если у человека была запланирована важная встреча или переговоры на этот день, то перед выходом из дома нередко производились определенные действия, направленные на отражение неприятностей и преодоление преград. Одним из таких обычаев было традиционное действие. Трижды нужно было плевать перед собой. Этот обряд считался способом защиты от вредных воздействий и препятствий, которые мешали успешному завершению деловых встреч и переговоров. Плевание трижды символизировало и то, что и убирался негатив, и отсылался он обратно к источнику. Таким образом, участвующий в обряде пытался переплюнуть все неприятности и преграды, мешающие совершению задуманного. На Родиона начинала пробиваться трава. Ее собирали и подкладывали под матрасы и подушки, веря, что она избавит от бессонницы и проблем с суставами, которая мешала спокойно спать. Когда травка высыхала, ее полили, а вместе с ней, согласно народной примете, сгорали и все проблемы. Традиционно женщины пекли 21 апреля булки, на которых сверху выкладывали изюмом крестик. Такую выпечку давали мужчинам, которые отправлялись в поле. Они перед тем, как приступить к работе, съедали по булке, а крошки раскидывали по земле. Таким образом, они кормили ее, чтобы она была сытой и плодородной. Читали в Родиона в день и магические слова на воду, которая могла излечить от болезней, принести счастье и удачу, а также избавить от всяких бед и неприятностей. В народных приметах 21 апреля содержится множество предсказаний о будущем, основанных на наблюдениях за погодой и окружающей природой. Вот несколько из них. Дождь в этот день говорил о хорошем урожае зерна. Дело в том, что дождь способствует увлажнению почвы и создает благоприятные условия для роста и развития растений, в том числе и зерновых культур. Поэтому дождь в этот день воспринимался как предвестник урожайного года. Или другое: солнце греет сильнее и светит ярче обычного, значит, будет теплое лето. Теперь давайте поговорим о том, что нельзя было делать 21 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Дело в том, что эти запреты призваны были защитить людей от неприятностей и несчастий, связанные были с языческими богами и духами, которые, согласно поверьям, могли навлечь на человека несчастье или болезнь. Одним из запретов, который считался особенно важным в этот день, являлся запрет на набор воды из рек и озер даже для хозяйственных нужд. По поверьям, в этот день водяной, бог воды и озер, особенно раздражителен и мстителен. Если человек смело берет воду из водоема, то водяной может обидеться и наказать за это, затянув в свое царство. Поэтому, чтобы избежать неприятностей, в этот день советуем сначала очистить воду, то есть совершить определенный ритуал, а затем уже использовать воду по назначению. Еще одним запретом являлось вытирание лица после утреннего умывания проточной водой. Согласно поверьям, в этот день проточная вода особенно жива и имеет магическую силу. Вытирание лица считалось нарушением естественного порядка и могло привести к тому, что человек в будущем будет испытывать много слез и несчастья. Кроме того, запрещено было в день Родиона Ледолома выходить из дома, не поклонившись уходящей зиме. Этот обряд был признан умилостивить зиму, чтобы она ушла мирно и не прислала за собой дополнительных морозов. Верится, что если не почтить уходящую зимушку, она может обидеться и призвать морозы, что негативно скажется на растительности и на урожае в грядущем году.
Также стоит воздержаться от планирования рыбалки в этот день. Считается, что улов будет плохим, а тот, кто нарушит данный запрет, может даже подвергнуться опасности утонуть. Дело в том, что в день Родиона Ледолома вода особенно коварна и опасна, поэтому лучше не рисковать и избегать походов на реки и озера в этот день. Также запрещено в этот день приобретать новых животных, таких как лошадь или корову. По преданию, животные, купленные в этот день, не будут долго жить у нового хозяина. Они могут заболеть, быть украденными или даже пропасть в лесу. Поэтому этот день особенно считается несчастливым для приобретения нового имущества и начала чего-либо нового. Также не рекомендуется планировать и серьезные дела в этот день. Они не только не принесут желаемого результата, но и могут привести к большим финансовым потерям и ухудшению отношений с влиятельными людьми. Однако, если нет возможности отменить запланированные переговоры или подписание контракта, то перед выходом из дома придерживайтесь ритуала, чтобы плюнуть перед собой 3 раза. Это таким образом поможет вам переплюнуть неприятности и преграды, которые могут помешать свершению задуманного. Вот такой, друзья, у нас с вами день 21 апреля по народным приметам, традициям и обрядам. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «радость», и пусть Вселенная это приумножит в вашей жизни. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.